Не трогай птичек, лови мышу. Привет, друзья! Привет, гости канала! Добро пожаловать в Тернопольскую область. Друзья мои, а вчерашний день так просто не закончился. Мы вчера еще были на огороде через дорогу. Кто не знает, у нас есть огород через дорогу. Да, и посмотрите, что еще было. Ну а пока вы смотрите, что было, я еду на работу. И вам хорошего дня. Вечер продолжается. Таня посадила огурцы на этом огороде, где картошка у нас. А я посажу морковку. Так, ну, морковочки посажено. Бурячок у меня здесь 2 рядочка вот так посажено. В этом году мы посадили вот такой буряк. Вот так он называется. Ну, а морковку садили, та, что осталась с прошлого года. Королева осени. Цилиндра. Называется цилиндра. Ну, он цилиндрический, он продолговатый. И он должен быть без белых всяких там жил. Его очень хвалят. Нам тут его много. На следующий год, а может и на 2 еще точно есть. Но мы в следующем году огород садить не будем. Это последний раз мы садим. Ну или предпоследний раз. Как всегда, в общем, как у всех. Да, в следующем году мы уже садить не будем. Как у всех. Приехали на участок, где делали скважину. Собираем наше оборудование. Жарко, но после обеда обещают дождь. Поэтому надо поторопиться. Ник. И грустно. Немного столярных работ. Погнили доски. Некоторые пришлось поменять. Женщина попросила. Поэтому отказать никак. Соберем лучше, чем было до нас. Так, друзья. Ну, как было, так есть. Все собрали до кучи. За исключением, что поменяли некоторые доски. А так, все закрыто. У нас назревает дождик. Не могу сказать, что это радует, но тем не менее. Еще самое грустное, что у нас сейчас нет света. Ну, мы пока собираемся отсюда. Мы переезжаем в другой двор, в другой объект. Недалеко, буквально соседний двор. Поэтому работу никто не отменял. Прошли праздники, прошли огороды, картошка посажена. Теперь приступаем к дальнейшим работам. У тебя игры под навесом, да? Димась. Доброе утро, друзья. Доброе вам утро. 8 пятница. Вчера видео не вышло, как вы сами увидели. Я вернулся домой поздно. Очень поздно. Поэтому видео и не вышло. Показывать было нечего. Были на работе. Сегодня у нас дождь. Вчера был дождь, ливень. Демася башкатуя. Ей тоже скучно, чтобы на голову не летело. Лазит тут под навесом. Импровизированный дровничок получился, как и беседка временно.
пока не забили дровами. Дождь, друзья, то идет, то не идет, но пока дома надо немножечко поработать. Очень красиво вписываются эти дрова. Ну, на фоне этих я имею в виду. Ну, они сухие, они хорошие, они пригодятся. Вот так вот, друзья, и вышло, что полдня уже, обед, дома, в ожидании, только сейчас вылезло где-то солнышко, разогнало тучи. Ну, завтра вроде бы погода неплохая. А у нас зацвела не только клубника, посмотрите, покажу вам. Новые цветочки, не на всех кустиках, но есть. Ну и земляника. Это земляника, друзья. Круто, да? Так, пришло время моего секретного проекта. Брус. Сетку еще не выносил. Будем делать клетки для кролей. Хочу установить их вот здесь, в закрытой зоне. Эта стена солнечная. Солнце у нас постоянно здесь. Там садится, там встает. Здесь будет им тепленько. И никому они мешать здесь не будут. Вот такая у меня будет задумка. Хочу, точнее не хочу, а меня убедил друг, подписчик, зритель Борис попробовать позаниматься кроликами. Хотя многие отговаривают, говорят, проблемно, но я попробую. Тем более, что Борис 2 крольчих мне дает. Почему бы не попробовать? Единственное, что мне надо потратиться на транспортировку с Ивано-Франковской области к нам в Тернопольскую. Но это не проблема. Это решаемо. Как-то так. Поэтому сетка и нужна была. Никто не угадал. Сейчас нарезаю брус на боковые стенки. Один короче, другой длиннее, чтобы был уклон крыши. Делаю это первый раз, как всегда. Я много чего делаю первый раз. И я уверен, у меня все получится. Google в помощь.
4 передние, 2 задние ножки. Лучше бы, конечно, у соседа взял торцовку, ручную такую циркулярочку. Ну, справлюсь и пилой. Здесь ювелирщина нам ни к чему. Нам надо результат. В общем, нарезал пока боковые бруски. Будем колотить. Так, ну, на сегодня у меня вот такое чудо получилось. Недозаконченное. Брус весь кривой, косой. Сейчас, друзья, чтобы солнце не слепило, отойду. Ну, какая разница? У меня были консультации. По центру V-образное отверстие, это для сена. Это будет сенник. Они будут на сетке, кроли. И лицевая часть тоже будет наполовину сетка. Как мне объяснил человек знающий, на сетку в определенные места положим трапики. В общем, деревянный подстил. И все будет хорошо. Почему такая высокая? Потому что я попробую. Если у меня начнет получаться, либо же понравится, и я не передумаю, тогда я просто сделаю здесь, друзья, поддоны под ну, экскременты всякие. А снизу еще добавлю пару клеток. Клетка не маленькая, как бы 1,60 м в ширину. Я думаю, этого места более чем достаточно для одной кролихи, скажем так. А снизу уже можно сделать, ну, 3, скажем так, под крольчат. Когда уже будет отсаживание, или как оно правильно там называется. Когда уже отсаживать, то можно будет сделать здесь 3 клетки. Вообще не буду я ничего загадывать. Просто чем-то заниматься надо. Бить я их не буду. Это будет делать сосед, он обещал. Вот. Ну и есть тоже. Вряд ли я их буду, раз я их буду растить. Зачем я их завожу? Ну, у нас есть ляля, софа. Будут есть и кролятину. Есть дети, которым можно отправить кролятину. В общем, было бы мясо. Клетка не готова. Кроли где-то еще у соседа и у Бориса. А я уже тут уже разделываю их. Друзья, видео завтра выйдет позже, потому что завтра я еду на работу. Ну, во всяком случае, такой прогноз. Поэтому предупреждаю заранее, что видео выйдет поздно. Вам, дорогие мои, мира, добра, всего самого светлого. Подпишитесь, поддержите канал подпиской. И я буду вам очень за это благодарен.
Берегите себя. Всем пока.